Привет, это Бабл на канале Технозон. Последнее время основной вопрос, который задают мне подписчики, это какую же все-таки приставку лучше выбрать. И вы знаете, мне сыпят кучу вариантов, такую, при этом все они с одинаковыми характеристиками, и честно говоря, я вообще не понимаю, чего от меня хотят. Я, конечно, пытаюсь им объяснить, что я даю советы только лишь на личном опыте использования того или иного устройства. Но, блин, их же не переубедишь. И в процессе того, как я начинаю общаться со своими подписчиками, я выясняю, что 80% этих подписчиков не выбирают какую-либо приставку по причине того, что им не нравится, что? Интерфейс. То есть люди не берут приставку, потому что им не нравится интерфейс. На андроиде. Комичность данной ситуации — это то, что на андроиде. Для тех, кто знает, почему ситуация на андроиде с интерфейсом комична, ну давайте помолчим, я вас прошу. И для большей половины я открою секрет. Остальным не открою, конечно, для них это уже давно не секрет, да и вообще для любого пользователя смартфона это не секрет, но интерфейс в Smart TV Box можно менять. И их на самом деле уйма, он может быть такой, либо два таких. Да их на самом деле настолько огромное количество, что у меня ни на руках, ни на ногах вместе взятых не хватит пальцев, чтобы их пересчитать. Так вот, цель данного видео — это показать, насколько легко и просто выбрать абсолютно новый интерфейс. Я сделаю обзор, при этом я не буду советовать какой-либо определенный интерфейс. Я покажу всего лишь одну маленькую часть тех интерфейсов, которые есть в Play Market. И хочу сказать сразу, что это касается только лишь Smart TV боксов на чистом андроиде. На Xiaomi есть небольшая проблемка, там очень маленький выбор сторонних интерфейсов, а для установки несторонних интерфейсов придется поморочиться, о чем в принципе будет одно из наших следующих видео. Поэтому самое время подписаться и нажать колокольчик, чтобы его не пропустить. Так что давайте включим нашу приставку, вооружимся пультом и установим первых попавшихся десяток Smart TV лончеров, как их называют правильно на английском языке, и посмотрим, что же они из себя представляют. А вот какой из них выбрать, вы уже решайте сами. Да, в принципе, вы будете после этого видео знать, что их можно легко найти в Play Market. Хотя, я, наверное, облегчу вам эту задачу. Я сделал очень большую подборку этих Smart TV лончеров и разместил в нашей группе Facebook и ВКонтакте, ссылочки на которые есть в описании под этим видео. А еще в этих группах я публикую ссылки на приложения, платные приложения, которые мы играем, либо устанавливаем бесплатно, которые не совсем можно публиковать в описании к видео на YouTube. Ну и будет, конечно же, куча акций, купонов и всего остального, поэтому подписываемся на мои группы. А я предлагаю перейти и сделать очень беглый обзор этих Smart TV лончеров, для того, чтобы вы понимали, с чем вы имеете дело. Потом мы это все прорезюмируем, поэтому, поехали. В общем, мы начнем наш обзор оболочек или лаунчеров, как правильно говорится, или как его называют в простонародье, лаунчеров, с такого пункта меню, как Home в More Settings. В принципе, на любой приставке на полноценном Android есть такая опция, как домашний экран. Та приставка, на которой я это обозреваю, H96 Pro, имеет встроенный еще другой немножечко лаунчер или оболочку, называется она Launcher 3. Мы можем переключиться и сразу посмотреть, что это такое. Фактически это обыкновенный экран такой андроида, да, на который можно выносить какие-то приложения, но здесь, конечно, необходимо иметь мышь, или хрен его пойми, как с ней работает. Она крайне неудобна на самом-то деле. Поэтому мы понимаем, что мы не сможем использовать такое, да и не будем. Значит так, поиск наших оболочек мы будем искать по двум запросам. Первое — это TV Launcher в Google Play Market. И вот что мы имеем. Я предлагаю их сразу все установить, а потом просто попереключать и поиспользовать. Simple TV Launcher, Ugus TV Launcher. Хочу обратить внимание на Top TV Launcher 2. Он платный, но есть реальная версия, которую мы в принципе установили, чтобы посмотреть, стоит его покупать или нет. Хотя есть варианты, как его установить бесплатно, если кому интересно, в комментариях могу написать. DigiSender, Unica TV Launcher, HAL Launcher Android TV. После столь нехитрых манипуляций с установкой этих оболочек лончеров, мы можем пойти в раздел Home, домашний экран, и посмотреть, они у нас здесь все есть. И мы можем переключаться на любой, какой мы захотим. Поэтому я предлагаю начать по порядку, как мы их устанавливаем. Они, в принципе, здесь так и появились. Поэтому поехали. Simple TV Launcher. Можно добавить приложение. Ну, это такой очень-очень простой какой-то лаунчер. Такой на 6 плиточек, очень подойдет для людей с плохим зрением и для бабушек. Да, попробуем в настройках полазить.
Так, оставлять, первое это оставлять экран включенным, отображать дату, время, понятно, отображать, так, ага, здесь можно менять количество колонок и количество строк, то есть мы поставим сейчас 3 строки, 4 колонки и можем менять размер иконок. Есть прозрачность, ни о чем, это очень-очень простой, вот мы добавили еще, очень-очень-очень простой лончер, минимум настроек, есть отдельное меню для вызова всех программ, ну, кому-то может и понравится, не знаю, вот так вот он выглядит, больше здесь ничего нет. Поехали, TV Launcher. Значит так, у нас есть вот 4 вкладки, меню, по категориям которых мы можем добавлять различные приложения. Заходим в медиа, например, нажимаем добавить сюда приложение. Например, в медиа мы отнесем, ну давайте отнесем сюда YouTube, отнесем сюда Netflix и отнесем сюда галерею. Вот у нас появились плитки YouTube, Netflix, галерея. В игры мы отнесем, ну, мы можем отнести сюда Cartoon HD, хотя это мультики, но в принципе нам все равно. Можем отнести сюда Update and Backup, нам все равно. В утилиты мы можем отнести настройки, суперпользователи, файл браузер. И вот в принципе у нас такой вот многозадачный лончер, но давайте посмотрим, он не оптимизирован, а нет, он оптимизирован под пульт, достаточно неплохо, можно им очень хорошо пользоваться, то есть переключается в избранное, можно все добавить, попробуем сюда добавить, и можно заметки добавлять. Все, у нас вот есть FOPD, мы можем нажать на него и нас выбросит в браузер. Вы знаете, это очень удобно, то есть фактически мы сюда можем добавить наши любимые сайты, вы свои любимые сайты, я свои могу добавить, да, в принципе, все что угодно. Давайте посмотрим, что у нас здесь есть. Ага, это меню. Здесь немножечко на английском языке. Настроечки, навигационный бар можно включить. Ну и можно оплатить, в принципе, и убрать рекламу за 2,99. Настроек тоже минимум. Можно менять тему. Можно также менять количество колонок. Ну, в принципе, очень-очень удобно. Давайте войдем сюда. Здесь есть сортировка приложений. Можно включить как сетку. В принципе, напоминает, как Android TV 8 сейчас. Там тоже такой же выбор приложений происходит. То есть не обязательно все приложения выносить в категории, некоторые можно оставить здесь и получить доступ отсюда. То есть оно полностью оптимизировано под пульт, ну, удобно. Так, UGoose Launcher. UGoose Launcher, ну, какой-то не совсем обычный вид. Попробуем, как оно, ага, он тоже оптимизирован под пульт, попробуем, насколько он оптимизирован. Да, все понятно, плитки здесь просто переключаются, они скроллируют влево-вправо. Блин, что это за полку вообще, как туда попасть? Ага, есть IPTV, здесь есть разделы. Ну, хорошо, что с этими разделами есть? Браузер, игры, утилиты, настройки. Есть опции настройки отображения, давайте попробуем в настройках отображения. Так, ряды, можно рядов увеличить. Давайте поставим 3 ряда и столбцов поставим 4. И вот, стоп, чуть-чуть увеличим. Ага. Все, можно в принципе попробовать. Так, основные настройки. Формат времени можно выбирать показывать погоду. Да, показывать погоду. Хочу показывать погоду, только почему-то в Фаренгейтах. О, погоду можно на Цельсий переделать и обновление погоды 30 минут. В принципе, неплохо. Я, правда, не понимаю, где оно показывает погоду. Плюс 18. А, город Лондон. Так, можно тему изменить. В принципе, как-то он слишком перегруженный, как на мой взгляд. Но кому-то может понравиться. То есть действие происходит только лишь в одной части экрана, фактически. Настройки. Все скроллируется влево-вправо. Может выбираться вот этим вот колесиком. Заслуживает внимания такой лончер, очень удобно было бы его использовать.
Мне просто непривычно, скорее всего. Так, Top TV Launcher 2 Trial. Попробуем сейчас. Так, Top TV Launcher 2. Как-то скудненько. Либо он не рассчитан на такие разрешения, либо попробуем в настройках полазить. Нет, настройки обыкновенные андроидовские. Хорошо, попробуем здесь. Добавить там. Нет, это просто выбор приложений. А как настроить это чудо? Ага, есть. Выбрать раскладку. Большой. Можно добавить большой. Можно добавить... Черт знает что вообще. В принципе, ну, неплохо, но, как по мне, ну, слишком она перегружена и сложна в настройке. В плане непонятности. Короче, я не знаю, но я бы за это точно не платил. То есть это уровень какого-то бесплатного лончера. Насколько это может быть каким-то супер лончером за такие деньги, мне непонятно. Digisender TV Launcher. Ух ты. Так, погода. Сегодня это как-то очень напоминает Android TV. Ну, блин, рекламы, капец. Он хорошо оптимизирован под пульт. Есть плитки, как в Android TV. Это новости и видео. Он выбирает рекомендации. Ну, кстати, он даже меняет прикольно задний фон. Тоже как в Android TV. В принципе, это красиво. Давайте так, если здесь можно отключить. Так, есть аппликации. Можно войти в аппликации. Удалить всю рекламу. Ого! Ого, чтобы вы понимали, это $10. Самый дорогой, который я видел, это стоило там $3 максимально. Как-то они перестарались. Хотя, в принципе, он очень красивый, он мне очень нравится, но $10 перечеркивает его значимость. Unica TV Launcher. Вот это красочно, кстати. Очень красочное. Первое, что бросилось в глаза, это красочное. Да, вот здесь выбираются категории. Есть избранная. Есть видео. Хорошо. Давайте попробуем настроить это все дело. Зажимаем. Ух ты, изменить категорию. Это мы перекидываем в видео. Вот у нас здесь появился Коди. Блин, красочно и удобно. Так, что у нас еще не категоризировано? Мы сейчас перекинем, ну, например, файл браузер. Изменить категорию и перекинем его в системные приложения. Вот, пожалуйста, заходим в системные приложения, и у нас тут есть файл браузер. Под мышку он тоже оптимизирован неплохо, плавненький, с минимальными настройками. Есть еще HAL Launcher. Давайте зайдем на HAL Launcher. И вот он HAL. HAL очень похож на Android TV, но тоже вот эта боковая текстовая боковая панель. И в принципе здесь плитки. Не знаю кому как. Мне он тоже не очень нравится. То есть тут либо уже брать чистый Android TV, либо выбирать из того, что есть в Play Market. Вы знаете, я даже одну из оболочек оставил себе как основную, уж настолько сильно она мне понравилась. Я не буду говорить какую, потому что я не хочу влиять на мнение людей. Каждый волен выбирать себе Smart TV Box Launcher сам. Но как резюме я могу сказать вам одно, что если вы видите приставку с классными характеристиками, но с говной интерфейсом, берите не задумываясь, все равно все можно поправить, изменить, наладить, да все что угодно можно с ним сделать. Конечно же попадаются хорошие лончеры, за которые необходимо заплатить, я вам честно скажу, я не сторонник оплаты, поэтому ссылочки тоже там ищем в группах ВКонтакте и Facebook. Но иногда заплатить и жить без багов намного лучше, чем скачать и мучиться всю оставшуюся жизнь этого самого Smart TV Box. А если вам нравится то, что я делаю, то ставим пальцы вверх, если нет, пальцы вниз, подписываемся на мой канал. С вами был Бабл на канале Технозон. Пока!